is where we want it to be. There's no hope in revival. Where we are is where we want it to be. And now we're stuck in illusion, directed like you never wanted to leave. It's turning to a war. There is no resolution. Tearing down the wall. There is no revolution. It's turning to a war. There is no resolution. Tearing down the wall. There is no revolution anymore. And it goes on and it's all never ending, and we never change, and it's all never ending. Now, as the rubble turns to ash, and my brothers cross the paths of those lost in the past, the ones we aim to be. I found a place to hang my head. I didn't know my legs were swinging. I'll be gone for all your sakes, but will you know my name? We are the defenders of the lost cause, unwritten and condemned. The descendants of the stronger path, stand and go. Tread the path of my invention. I'm searching but not seen. Is that the way I want my last few words to blame? Go! Now, as the dust it dries their bone, yeah, we're right here all alone. And what but do they know the cost of the load we bear? I found a place to hang my head. I didn't know my neck was broken. I'll be gone for all your sakes, but will you know my name? We are the defenders of the lost cause, unwritten and unknown. The descendants of the stronger path, stand and go. Tread the path of my invention. I'm searching but not seen. Is that the way I want my last few words to blame? Let me just your hand to it all, but pride lay down your fight, throw away your life. The forgotten face of a ghost with grace is now just dead and gone. We are the defenders of a lost cause, unwritten and undone. The descendants of the stronger path, stand and go. Tread the path of my invention. I'm searching but not seen. Is that the way I want my last few words to blame? We are the defenders of the lost cause, unwritten and undone. But they're all dead and gone. You see, the thing is, I wanna make it with you. 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 It's just such a charm.
Оп. Раз, два. Так, а чё тиховато? Раз, два, раз, два. Окей. Раз. Так, все равно тиховато. Сейчас, господа, секунду. Ну, хотя, в принципе, тут можно уже и лицом, так сказать, увидеться. Привет всем. С звуком я сейчас что-нибудь сделаю. Чуть-чуть надо бы. Так. Ага. Можно было бы немного опустить музыку и общий этот сделать потише, но у меня сегодня девочки собрались, они там поют песенки. И звучит это очень мило, как для меня, как для человека, который их знает. Вот. А вы можете не понять, мало ли. Я привык, что камера там, я теперь, сука, смотрю. Почти год привыкал смотреть не как дебил вот сюда вот вниз экрана, а сюда. И сейчас только привык, придется смотреть сюда. Тут у меня тем временем пока кошмар этого. Как эта болезнь называется? Когда слова забываешь, блять. Эпилептика. Вот. Много мелькающих картинок из Инстаграма. Виктор пишет нам: привет, Виктор, да? У кого есть сессия? Ну, и Дмитрий Шишкин желает нам доброго вечера. Привет, Дмитрий Шишкин, привет, Виктор Шаров. Сейчас, секунду, надо проверить микрофон, что-то меня смущает. Виктор пишет нам: привет, Виктор, да? У кого есть сессия? Ну, и Дмитрий Шишкин желает нам доброго вечера. Привет, Дмитрий Шишкин, привет, Виктор Шаров. Сейчас, секунду, надо проверить микрофон, что-то меня смущает. Ага, вот что мне. Оп. Если здесь отключить. Я так понял, сейчас голос дублируется, да? Здорово. А сейчас, по-моему, уже и не дублируется. Не должен бы, но ловит вот эта херня. Надо на лимитер чуть-чуть свойства. Так. Вход все тот же. Ой, блядь, ох уж мне эти технические штуки вечные. Так, шумоподавление тоже. Усиление 25. 1 на 30 сделаем.
Миллиметр 1050, пускай, да. А, все, короче, вот так будет точно норм, я думаю. А, хотя, блядь. Вот же в чем дело. Ну, бля. Лимитер мы сделаем на минус 5. Раз. О, все. То, что надо. Так, ну девочек за стеной по-прежнему чуть слышно, но я думаю, они там ничего плохого не расскажут. Хорошего, наверное, тоже, но тем не менее, все, приступаем к рисованию. Так, здесь все включено. Я просто поясню. В последнее время заметил, что мне, типа, короче, устал немножко от рисования и, ну, типа, там, вечно нахожусь какие-то занятия, даже если рисовать, я там то разложу краски, то похожу там, ага, надо навести порядок, ага, окей, там. Ну, это странное чувство такое. Я как бы предполагал, рано или поздно это наступит, и оно наступает, на самом деле, вот эту пору года примерно каждый раз. Примерно с частотой раз в год, стопудняк. Ну, и типа, обычно всегда помогает что-нибудь изменить в виде там окружения. Ну, в смысле, в этот раз я думаю, так, надо таки заморочиться наконец-то. Колонки, которые, ну, типа, стояли там, по сути, ненужные. Я их приволок сюда, свои старые добрые СВНы. И, короче, я тут вне стримов и примерно в допустимое время суток. Блять, не могу теперь привыкнуть. Камера там. Все время смотрю мимо камеры. Короче, в светлое время суток я тут врубаю, блять, такой пиздец. Радует, короче, радует. Сейчас, секунду. Примерно так, я думаю, слышно было. Ну, потому что, типа, я хоть и люблю наушники с ними, там, особенно во время стримов, само собой, просто необходимо, там, они неудобно, как бы, а именно необходимость осознанная, но, ну, все равно, чуть-чуть понимаю в звуке, я понимаю, что нужно иметь хотя бы какой-нибудь прослойку из воздуха между динамиком и ухом, ну, потому что вот здесь звук именно наполняется прям хуевой акустикой комнаты, но тем не менее. И в итоге бочки шлепают круто, в итоге там гитары так прям хрипят люто. Вот, как-то так, как-то так. Ну, что тут у нас? Сейчас бы еще гейт поставить, чтобы отсекало звуки пониже, но... А, ну хотя можно шумоподавление приподнять. Это мало ли вдруг сейчас там девочки нам обсуждают, что потом приедут. Так, кто-нибудь, я имею в виду, так, плагин, лимитер. Нет, отсечки. О, пропускной уровень шума. Это гейт ебучий. Раз. Да, не такой рассказывает, но походу гейт нам нужен все-таки. Гейт — это плагин, который отсекает по звуку ниже какого-нибудь порога. То есть, если у нас там мы шумим с показателем 20 децибел, то всякие тихие шумы могут мешать. Мы берем и отсекаем им в автоматическом режиме все, что
тише, допустим, 15, и у нас это превращается в тишину всю. Но, блядь, нижний порог надо... Раз. До жопы, блядь. Ладно. Что-то, блядь, тут как-то... Так, свойства. Фильтры. Хуя себе там, блядь. До жопы, блядь. Ладно. Что-то, блядь, тут как-то... Так, свойства. Так. Мне вот как YouTube прямо знает мою основную проблему. Блядь. Ага, бля. Пиздец, уже в этих источниках звука. Tokyo Hotel погнал, нормально. Все, что нужно. Это отключаем. Волосы в носу запалил, да? Наверное. Саша, привет, здорово. Здравствуйте, здравствуйте, рад видеть. Можно сидеть молча, как это. Как-то рассказывал, у кого-то из стримеров привычка странная, когда тишина, он такой, ну, наверное, может там перегородка искривлена, и хер его знает. Очень слышно, как сопит человек. Ну и там просто такой... Странный, как по мне, наверное. Здесь нужно скорости чуть-чуть убрать. Что еще из новостей рассказать? Больше, по-моему, никаких, кроме того, что зима ебучая наступила. Ох, и что-то меня это, короче, такое. Как-то так. Так, шортнес, понятно. Вам, наверное, поднимем чуть-чуть наоборот. Вот так вот. И скорость. Свойства, правильно, блядь, все не тянет в этот. Ох, нет, смотри, очень плохо. Ладно, все равно сейчас откручу его, неважно. Примерно через часик можно предпринять будет поход за алкоголем. Так, здесь у меня еще, короче, домешались 3 сорка тысячников, и сейчас мы ими тоже параллельно займемся. Ох, короче, ладно, хватит подбухивать, а то, блядь. Что происходит? Где? Тут кругом что-то происходит. За стеной девочки гуляют, пускай гуляют. Они заслужили. Здесь хз. А что тут происходит? Я, как обычно, сижу.
пью больше, чем нужно. А больше ничего не происходит, по-моему. По крайней мере, у меня в жизни точно. А если ты про то, что на экране было только что, это конспектная штука из моего инстаграма. Ну, в смысле, я просто взял там эти фотки, полистал, записал это на видео и, короче, потихонечку там сделанные года, наверное, от 4 до 2 лет назад в списке там мелькают. Надо, короче, ну, все. О, другое дело. Алексей Сиротин, здравствуйте, привет, Ваня, здоровки. Сейчас пойду водичку сменю, только бля. Вообще, кстати, насчет разговоров за стеной. Девушки, будучи весьма милыми особами вообще в жизни, наверное, это иногда искупают тем, что, ну, разговорами, которые иногда ведут. То есть меньше всего хотелось бы слушать эти разговоры. Но мне почему-то кажется, они обсуждают то, как они убивали мужчин, отрезали им головы, используя фалоимитаторы, блять, смотрю теперь сюда, капец, не могу. Используя фалоимитаторы, трахали их в шею и так далее. Ну, что-то не просто там с извратом, а с таким особым. Всегда привожу этот пример в романе в самом, я не помню, уже читал давно, Ирвина Уэлша «На игле», который транспотинг, наблюдая поезда. У нас там «На игле» почему-то переведенный фильм. Культовое кино. И там есть этот момент, где, я думаю, там главных героев вкратце можно экспозицию дать в том плане, что просто обычные чувачки. Они обычные ребята откуда-то из Шотландии. Ненавидят англичан, пиздят там заезжих туристов в пабах, забирают у них деньги. И при этом у них есть одна очень плохая черта, они наркоманы. И они сидят на героине. Ну и, собственно, это там история жизни Марка Рентона, который главный герой. И там есть момент просто, когда они там с своими девушками отправляются в клуб, расходятся по туалетам, женщины идут и обсуждают мужчин. Мужчины обсуждают женщин. Потом, когда сходятся заново, типа, о чем там треплетесь? Кто-то у кого-то спрашивает, не помню уже, кто именно у кого. Те такие, ну и на самом деле это. Оп. Мальчиков же всегда волнуют девочки, девочек всегда волнуют мальчики, но они не палятся. И кто-то спрашивает, о чем треплетесь? И ему отвечают, типа, мы о футболе, а вы о чем? И девушки такие, мы о шмотках. Именно тот пример, когда всех волнует все равно одно и то же, но никто не сознается. Хорошие новости, я выздоровел. Ну да, в принципе, хорошие. Особенно для тебя, кстати. Вот. Так, ясно, понятно. Отряд проксвокеров докрасил. Да, вообще заебись, молодец. Шо, бля, Рось, ты чего? Ты о чем, Саш? Я сейчас уже столько напиздел всего. Это. Если ты про то, что я люблю читать Ирвина Уэлша. Вова, здоровки. Саша, мне это заинтриговало. О чем ты... Что ты имел в виду? Насчет чего, бля?
пока что не помню, там пиздец. А, это другие уже. Но тех тоже допиливаю, да. Оп. Профалоимитаторы. Сука. Да, сорян, блядь. И забыл, главное, видишь. Для меня эта вещь настолько обыденная, что я тупо сказал и забыл. Ну, не знаю, это первое, что пришло в голову. Там, что еще можно сделать совсем плохого? Именно старина Ирвин меня взволновал. Да, блин, я, короче, как-то это... впечатлился им. Он, конечно... Он, кстати, приезжал когда-то со сборной по футболу Шотландии, приезжал в Днепр. Типа, у них матч был здесь. И, короче, знакомые карифаны мои с ним бухали. Ну, на памятнике Ленина сидели. Типа, это, блядь, африканское место. И мои друзья туда просто зашли случайно. Вот. Ну, а он, короче, там что-то сидел тоже. С этими, с ультрасами шотландскими. Тысячники, ну да. Наверное, это за то, что я очень люблю интриги. Нет, не люблю, на самом деле, но иногда приходится что-нибудь узнавать, о чем не хотел бы, наверное. Насчет того, что, ну, типа, я утрированно иногда сейчас озвучиваю всякие странные вещи. Хочется проверить, типа, на своей шкуре насчет того, что на ютубе новые правила и так далее. Я думаю, рассказывать не нужно, все там почитают, может быть, на досуге. Насчет того, что теперь нужно отмечать детская программа, взрослая программа. Поэтому я вот из-за этого, собственно, теперь есть вот такая вот штука. Вот такая, видите, штука. Ну, чтобы заранее предупредить, выставлять в передаче вот это, типа, для кого этот контент. Я ебу, для кого контент. Ну, для любого сумасшедшего, который чем-то увлекается. Кому-то нравится там красить солдатиков, а какой у него возраст, хер его знает. Я-то по статистике там смотрю иногда, но не то, чтобы это было для того, чтобы какие-то предпринимать изменения, там, делать заставку «Спокойной ночи, малыши» и так далее. Что он мешал, блин? Это... Запизделся тут с вами. Наверняка это всему виной кадровые какие-то перемещения в Гугле. Потому что в любой компании, я уверен в этом, человек, который только пришел, заступил на должность, он, короче, начинает, само собой, весьма рьяно что-то придумывать, там, показывать деятельность работы и так далее, и так далее. И вот у ХВ это пошло на пользу, когда привели кого-то, кто там действительно начал суетить. В других компаниях, некоторых, не всегда это идет на пользу. Просто сейчас, блин, каждый месяц у Ютуба какая-то хуйня, с которой, как на планерке, там, на летучке вот этой, нужно ознакомливаться, как на работе на какой-нибудь. Потому что некоторые, допустим, ну, из них ни к чему не приведут и нахуй не нужны, а некоторые могут покарать, ну, если не прочитать все эти положения. Не знаю, ведут там, например, что нельзя бананы есть в прямом эфире, а я иногда бананы ем и такой съем бананы, все, блядь, пойдет по этому. Вражки там вообще, конечно, потому что там с двух сторон принимают. YouTube что-то вводит, а потом
на законодательном именно уровне еще и поддерживается сумасшествием государства, это все. Ну, типа, блядь, чтобы показать, что массовое сознание формирует все равно власть придержащие, а не капиталисты, которые являются владельцами Ютуба. Так. Так. Ага, нормально. Так, сбор так, чик-чик, смотрим. О, Саша, я вижу, активно включился в этот прокачку чата. Правильно, спасибо, дядя. Целую тебя в сердце. Так. О. Сравнил я Blood Drone в старых редакциях и 8-й редакции, и думаю, блин, почему они так сильно отличаются. Блять, дрон, который, ну да. А в смысле отличаются? Ты про миниатюру? Потому что эту миниатюру сделали только для 8-й редакции. В 7-й ее просто не существовало как физического объекта. Поэтому я даже удивился, когда ты сейчас вот... Ну да, механика, само собой, там тоже будет по-любому. Интересно, чем раньше? Что вообще раньше? Чем дрона делали? Я думал, его даже в кодексе не существовало до 8-ки. Где пауэрбанк? Так я ж собирался вернуть. А, да? Я понял. Сейчас. Господа, одну минуточку, не переживайте. Это еще не товарищ майор приехал. Ай. Так. По-моему, в прошлый раз, помнится, был какой-то подъем в этом всем. Ну что, типа, склеивать нужно было определенной последовательности. Blood Drone 7 был от 4G. А, ну не, ну, да, то понятно. Я просто думаю, чем конверсили форжута, кто бы у нас заказывал еще и много лет назад. И потому что чем-то могли проксить, и чем особо так, разве что только этим. Пришел в голову темно-эльдарский этот Talos Pain Giant, который... Коля, если смотришь, спасибо за пауэрбанк. Выручил. Наверное, ну, в смысле, стопудово выручил.
Так, ну что, немного бледности. Талос, ну, кстати, да, Талос я очень-очень тоже, мне как миниатюра нравится. Заебись такая. И круто он этот. Так, банка из-под пепси. Ну, кстати, да, нормас. Очень прикольно, кстати, в этом. Так, ты колесо. Насчет Талоса. Вот эти вот 4 произведения, которые про темных Эльдар. Путин Куба, Ночь на улице ножей, Маска Вайла и Путь отступникова. Короче, там сцена есть охуительная, ну, описание просто вот описательная такая шняга с Талосом. Ну и там был какой-то архитектор плоти, не помню имя его уже, который придумал 2, ну там не обсуждается, что это пол именно, но они преподносятся авторам как будто ну все-таки какое-то полумужское и полуженское существо. Там даже сами Эльдары, сами творцы как бы не особо-то располагают половыми какими-то этими. Ну, я имею в виду, это была такая милота, очень тонко завуалированная штука. Ну, само собой, они там не живые, никаких эмоций и чувств не испытывают, но какие-то их поступки, они все время как-то так косвенно описывались, как, ну, что-то обдуманное. Там вообще хоть, блядь, любовную историю пиши. Про Валли и этого, как его там, Еву. Про Валли, который любит препарировать все живое.
Кстати, так, у тебя очень поменялось настроение в лучшую сторону. Сразу видно, супруга приехала, досмотреть было больно, хотя в магазе. Это, ну да, да, это вполне закономерно. Ну, потому что, типа, я думаю, там многие, типа, включив мужика, сейчас бы сказали, айба, типа, что там баба, ничего не решает и прочее. Ну да, я скучал за ней очень, очень сильно. Здесь такая странная ситуация, когда ну, особо там, типа, никому не расскажешь, кому оно нахуй надо, в принципе, даже если решишься. Вот, ну, типа, было видно, что она там скучает. Ну, и, типа, это занятно, очень занятно. Все вот эти вот, какая-то чурка из мимаса, половые отношения. Ну, спасибо, да, это можно воспринять за комплимент, я думаю, что стал лучше выглядеть. Да еще в магазине, ну ты ж понимаешь, в магазине иногда, блядь, это, работы столько эмоционально, ну там, ну, такое, поэтому я там иногда выгляжу и когда супруга дома, примерно так же. Ну, не выспанный вечно, блядь. А сейчас так именно и выспался, и вообще, прям именно жизнь удалась. Здесь постоянно включается вот этот мотив насчет, типа, ну, если там, к примеру, вот, жизненная ситуация, там, скучаю за женой и прочее, но нельзя, типа, сильно так уж показывать, потому что, типа, мужики ж там, мужики не танцуют, все такое. Насчет больно смотреть вообще именно прям приятно слышать, что кому-то сострадательно за меня. Потому что чаще всего источником и причиной своего плохого внешнего вида, там, тонуса и так далее я являюсь сам. Типа то недосып, то бадун, то еще что-то, короче. Вот. Причинную связь я сказал, следственную пока придумать, блядь, что-то не могу. Это. А если нет связи, то и, ну, если причинной, да, если следственной нет, то и связи-то особо нет. Так, пора проливать этих мудаков, они меня уже заебали. Так, мое мнение, скучать за любым человеком это нормально, и скрывать, что тебе... Не, ну да, я имею в виду не скрывать, типа... есть же там, ну, персонажи, которые, наоборот, совсем уж утрируя, это, ходят и рассказывают всем. Ну да, и скрыть такое, оно как-то не особо-то и получится, наверное. Ну и зачем, типа... Ну, я имею в виду, что многие могут, наверное... Это скрывать, считать чем-то постыдным именно для мужика. Так.
Так. Так, эти пока подождут. Так, куда ты свалил сразу, как я появился? Да, не, ну что, 8 человек он смотрит. Или сколько там сейчас? Нормально. Да, 8. Может, там отпало на время. Они потом переподключаются заново, как я понял. У меня такое стойкое ощущение вообще по жизни, в смысле, насчет стримов. Типа, это... Что народ сваливает, как только я появляюсь. Ну, это на самом деле шутка, просто я так не думаю. Но просто иногда бывает вот реально какое-то лютое это там кто-нибудь набежал, потом смотришь там меньше, и все. Я сейчас музыку временно погромче сделаю.
Ну, я понимаю, что вы слышите женские голоса на фоне, но так как тут один из плагинов не работает, сделать с этим я ничего не могу, но... Да. Я надеюсь, там неразличимы при этом отдельные слова. Ну ничего. Если что, они осведомлены, поэтому пусть это будет на их совести, а не на моей. Хоп. Я тут, так. Пьяных по школкам. Понятненько, что ты. Герой этот, как суперсобутыльник плюс. Аукомен какой-нибудь. В КПЗ. Вот сейчас уже начнется, блять, арго, там вся хуйня, вот это вот ваши, блять, зоновские эти, не ваши, вернее, вообще, шконки, блять, зашквары. Что? Занят? А? Занят?
Не Я в слышу. эфире? Да, ты в эфире. А вы и так в эфире, вас слышно там пиздец. Так же вы там, когда обсуждаете. Когда что-то обсуждаете, хотя бы... Я предлагаю Причем я не слышу, а все слышат, потому что я музыку слушаю, это все. Ну-ну. твоему контенту будет в пользу, когда придет Да. красивая женщина. Ну, и конечно, будет естественно. рассказывать. Проходите, потому что моя красивая жена стесняется почему-то. Я это... Поэтому пусть хоть сестра жены хотя бы Сейчас отчитается. ваш коллега Николай Ну. зайдет сюда. А, ну окей, да, пускай заходит, мы что сказал. Тебя Он пока не не, к тебе тебя зайдет. пока не видно. Там ну я понял. Он уведет меня. Ну. И все. Ну, Угу. Не, ну окей. ну, я Я ж не папочка, блядь. Хорошо. Он тоже зайдет нормально. А где он? Пускай купит Он с это. кишени вышел уже. Блять, да не надо так. Пацаны, я сейчас вернусь, это срочно Мы с нахуй. ним днем общались, я говорю, я еду к Бахмутам. Да я к тому, чтобы надо бухла бы купить. Если Господа, ты хочешь. минуточку. Look up at the stars as you're a million miles away. Hear a voice through the telephone, but it just isn't the same. Black canvas mirrors are the only thing that separates. Dust and echoes of an empty home, from paradise in your face. Whoa, I can feel you through the night air. I can see your eyes and the stars. When I feel like giving up, the sky remember where you are. I see your face in the moonlight. I keep wishing we were apart. Just know I love you, no matter where you are. I look at the grass beneath my feet and wonder if it's greener on the other side. I feel like a sleepwalker playing by night bills. So when I wake up, I'll be in paradise. Alleviate my broken heart with the end of time. I'm so sick of sitting here, feeling broken, left behind. Whoa, I can feel you through the night air. I can see your eyes and the stars. When I feel like giving up, the sky remember where you are. I see your face in the moonlight. I keep wishing we were apart. Just know that I love you, no matter where you are. Tonight, the stars are able to carry you home. 'Cause tonight you have to open your eyes, 'cause this time you gotta make it on your own. I can feel you through the night air. I can see your eyes and the stars. When I feel like giving up, the sky remember where you are. I see your face in the moonlight. I keep wishing we were apart.
caught. Every time you remind me you're right. Take away my pride, to burn it to the ground, so we can start again. My crimes are left it to remind, to burn it to the ground, so we can start again. So burn it to the ground. Лап, я тут. Да, микрофончик ловит люто. Я вернулся. Почти все вернулись. Так, Росте там весело. Так, родные ДР. Не ДР, это стандартное состояние нашей квартиры. Ну, в смысле, родные, да. Но не ДР, а просто тусыч. Просто весело. Если вкратце, то хорошим людям весело. Это типа тот вариант, когда во вселенной происходит все нормально. Вот. Иногда бывает дестабилизация обстановочки. И именно в этот момент отчаиваться и злиться на вселенную тоже не стоит, потому что она проверяет, кто хороший, а кто плохой. Типа списки. О, блядь. Кодировка в файлах нарушилась, и получается она перепроверяет вселенная. Такая, ну подождите, а шо вот этот еще не зашкварился? Сейчас доведем его до такого, что он будет людям хамить. Ну и так далее. И в этот момент особенно важно оставаться хотя бы... Не начинать пить из лужи и оставаться человеком. А, я понял, родные чей-то ДР отмечают, я уже философию развел. А типа, блядь, это Саша про своих родных. Вот я, сука, эгоцентрист ебучий, я все думаю. Сука. А разве до меня что-то было и после меня что-то будет? Миллиарды людей на планете живут, не зная о моем существовании. Оп. Оп. Я сейчас просто юзаю этот режим для камеры, кстати, господа, если кто смотрит, то... Одну минуточку.
Хоп. Мы тут. Мы с этим одноруким парнем. Короче, я сейчас переставил просто другой режим для камеры, в котором с одной стороны хуже, с другой лучше. И вот типа, ну, вот этом было бы остаться предпочтительнее. Поэтому просто со стороны я даже не буду озвучивать, в чем другая. А, вот уже видно, что в чем хуйня. Перефокусировался, сука. Ну. Да, это, конечно. Это слишком утопично. Это надо будет, блядь, закладывать вилку на расстоянии. Ну, короче, пизда. Просто вот авторежим фокусировки, он самый хороший в том плане, что можно себе рисовать в определенном заданном квадрате, и оно само будет, типа, как увидели только что там лоп. Но если слишком сильно приблизить к максимально дальнему объекту, то он перефокусируется на него стабильно, и будешь, типа, рисовать, а задний фон будет, типа, четкий, а миниатюра нет. Потому что если кто вот так вот смотрит, он думает, о, что-то чувак рисует не очень. Без камеры, на самом деле, я рисую получше. Очень сложно держать всегда на одном и том же расстоянии. Поначалу это вообще было, ну, типа, лютой проблемой. Сейчас уже наблатыкался более-менее, то есть можно там, опираясь правильно на кисть, вот, можно, типа, ну, как-то это все оставлять всегда в фокусе и всегда в картинке. Но, блядь, перед этим, ну, для этого, сука, у меня куда ни посмотри, везде, типа, есть какой-то экран, который... Здесь экран, там экран, здесь экран. Который позволяет, собственно, глянув куда-нибудь, понять, выполз я из кадра или нет. При этом вот эта рука очень скована, потому что она всегда лежит в одной точке. И, типа, все, что ты можешь двигать, это, ну, то есть вот так подвинул, к примеру, саму руку, а потом начал красить деталь, перевернул, и все, и нет, нихуя. Оп, опять есть, но никто ничего не увидел. Ну и так далее. Оба, Николай пришел. Сейчас, пода, пойдем поприветствуем. Да, уже бутылками звенит, нормально.
Господа, тут пришел Коля, поздоровайся со всеми. Да, деду, О, здравствуйте. да, мы буквально минут 5 поведем светские беседы, тайные, вернее, а потом закулисные передряги, вот эти дворцовые перевороты, а потом перейдем к светским, обсудим с вами, шо к чему. Их не закончил. Чувак, не, я ж параллельно дохуя делаю всякого другого, но да. Я понимаю. Tied to walk against the winds, tied to fly with broken wings, tied to swim against the tide. I tried to leave, but here I am, shedding my skin like I never did before, shedding my skin for
Как раз на припеве песенки «Она не твоя» включили звук. Да, отлично, держила виск. Я, кстати, по-моему, нихуя не было за вот тот вот, что мы с Максимом тогда стримили, вообще нихуя. Был прошлый, где-то месяца 2 назад. Я листал просто посреди. Ну там просто тест стояла, типа, и да, я даже я тоже. Просто монетизацию спиздил с Да. правоблей хуй бы с ним. А что же это, блядь, было? Ну, короче, я просто недавно Еще пролистывал. был этот, помимо того, что с Максом мы тогда стримили, и музыка снизу чекнулась, хотя я ее забивал же рейнджерами. Мгм. Еще страйкнулось то, где ты показывал свой видос на каком-то стриме с нарезкой каких-то типа фоток. И там вот эта твоя быстрая, мелодичная... Моя, блядь. Ну, которую ты часто вставлял в видосы, она типа клеймовая. Это фотки, что за фотки, не помнишь? Ну, Это проще сейчас найти, но просто там как-то на стриме была какая-то нарезка. Давай, я, кстати, более-менее пока разгребся с новой дебильной этой студией для... стримов. ну, да. Я нашел, где скопировать предыдущую вот эту Ага. вот одну из... Ну это ж просто эту старую отключат скоро, правильно? Ну, на Надо- каком-то надо- этапе. Ну, что-то, кстати, последнюю... Ну, вот это херовый показатель. Ну, типа, за 2 недели где-то плюс там 20, что ли. Ага. За Ну, 2. нормально, подрастаем. Пися растет у мальчика. Ну, и последние там неделю мы хуярим, как мы меняем. Да я же да не. Ну, типа как... Не, в смысле, ну так ты посмотри в студии. Ну, студия мудацкая все равно абсолютно. Я не знаю, как, ну, зачем, то есть, что не так с той? Да, вот просто, блядь, ну это видишь, делать ради И делать. что хуй хорошего знает. с этой? Я, ну, не знаю. Хорошего Вот я пока вчера нихуя вообще, два кроме того, что с- буквы больше я нихуя не увидел, да, ну. Тут два, короче. А, ну тут да, да, один. ну насчет того, Тут да. каждый день, а не вот тут пропуск 25-го. Вот тут был так. Ну, вообще просто хуячили. Ну да. Так вот, это придется смотреть в классической версии, по-моему. Потому что нихуя не видно. Я всегда до сих пор туда переползаю, туда сразу в классическую, ну и типа... Как-то оно так, блядь... Ну, ты просто привык, я Ну, пытаюсь к той привыкнуть, потому что, ну, типа, найти в ней эти функции, потому что вот функция, типа, где ссылку взять на трансляцию, это просто, ну, типа, реально неочевидная хуйня. Она там выделена уже, по-моему, в углу правом Ну верхнем, да, ну как, ну кто Ну да. эту вещь придумал, просто ему надо... И зачем? Во-первых, ему нужно отправить лучи поноса, по-моему, вот это. Ой, да, ну. Ну, Так, надо тихо. Да-да-да, тут звук понял. выключен. чтобы еще одна. Еще одна не прилетела, да. Так, это вот здесь надо жахнуть. А есть у нас где-то звук? А может микрофон, ну, Нет. заглуши микрофон. И микрофон, да. Логично.
Микрофон включил, собеседник включил. Так, вернулись в зал. Так, а что там в чате у нас? Так, 32 в базе. База 32 мм диаметром. Да, так. Ну, вряд ли завтра кто-то резко найдет базу 32. Ну, базу, да, кстати, да. Смотри, сама миниатюра лежит, там эти Да его уже предупреждены. забрали. А, да? Подкастеры. Я вчера стримил, он говорил. А, все, я понял. Ой, бля. А Вова, походу, до сих пор не освободился. Ну, точнее, мы договорились, что он мне наберет, когда освободится. Но так как я сам залип, короче, на весь день, то он мне не позвонил, а значит, не освободился. Ну, формально я теперь тоже еще не освободился. В общем, день, блядь, именно потерян просто. Лучше бы я не вставал с кровати. Да. Нихуя у тебя этих стяжек. Ну, да, вот это полпачки. Ты выгрузил, сука, вечно их ищу, блядь. Вот куда я не положу, все равно их приходится искать. Поэтому, прикинь, завтра приду, их нету, да? И придется искать, сука. И вся вот эта хуйня куда-то спрятана. Я бы попал в таком случае. Да, посветить бы надо было. Помещение явно. Да, потому что идись, перевернись, но вот этот, блядь, подкроватный ктулху, блядь, с черной дорогой. Ну, просто, есть вещи, которые раньше не мог постоянно думать, блядь, где? Но я нашел место, придумал, теперь знаю, там же колоночка эта ебучая там лежит, там фляга там и так далее. Самое главное в жизни колоночка и фляга. Блядь, тут... А с ней вообще есть толк. Кого? С колоночкой? Ну, типа... И второй вопрос, ты тестил Bluetooth? Ну да, он сейчас на нем, типа, работает. Ну, я в Надо смысле, всякие... что у тебя нормальная музыка, без прерываний? Блядь, вот это... Вот! Короче, Я подозреваю, что сам Bluetooth. Вот здесь вот я когда находился, то нормас. Потом я пошел туда и начинал... это да, если очень большое расстояние, там иногда... Еще думаю, блядь, это, наверное, что с наушниками, блядь, что-то нет. Не, если прямо вот здесь нет прерываний, уже хорошо. Потому что у меня, я сижу в наушниках, ну, когда я пытался стримить на весну. Нет, тут точно было нормально. И вот тут, типа, у меня периодически, знаешь, там микро-лахи. То есть даже не останавливается, а просто звук Ну пропадает. да, или потрескивает. Типа, Ну, вроде, я не помню, давно было. Я бросил, блядь, стримить в них, потому что, ну, они нихуя не для стриминга, скажем честно. Это, блядь, затычки вакуумные для телефона. Беспроводные. Короче, реально заебло. Я думаю, ну, как сказать, у меня был Bluetooth еще хуже 2.0, то есть. И он работал, сука, так же. Я решил, что это наушники. Потому что, ну, этот 4 там с копьем уже протокол поддерживает. А этот 2.0 был старый, типа, ну, разница должна быть там в частоте, там, все, короче, скорости передачи, да. Но, блядь, думал, сам Bluetooth. Ну, Bluetooth тоже хуёвый, скорее всего. Я не знаю. Просто мне кажется, мои колонки, они, походу, уже такие мертвые, потому что им уже 12 лет. Но я просто все басбустит и слышу. Ну, хз, ну, эти, постепенно... Из того, что, короче, низкочастотные динамики на резиновой основе гофра, вот это вот... Они умирают. они наоборот живучие, низкочастотные. Высокочастотные — это быть, но так и ебаные так, пищалки, я которые постепенно сами себя свой разъебывают. голос слышу, у меня вот он такой, он не в перегруз уходит, а вот В перегруз низов, да. Но это еще может потому, что акустика. Если то же это- самое в этом, ну, Блин, что, в звукоизолированном... поролоновых этих повесить. Ну. Там же ж не надо полностью все перегрузить. Не надо, я думаю. 10% или 15% все достаточно. Ну, главное, типа, направленные и отраженные сигналы, чтобы были, ну, точку, грубо. Короче, перед собой повесить и за собой. Ну там не получится, передо мной монитор, блядь, и полки с краской. А за тобой комната, да, поэтому... Да, такое себе. Ну, в любом случае, короче, он у меня гулка. Причем, что я пробовал с вебки, и я думал, что я поставлю конденсатор, ну, мелкий петлю, и будет все хорошо. Он тоже, блядь, гулка, если вот так, когда я стримлю. Просто, понимаешь, То есть в наушниках норм, на колонках басбустит именно версия, блядь, какая-то. звук это ж то, что, ну, не увидишь, поэтому его нужно анализаторами. И, ну, может, типа, он всегда таки был, к примеру. Хуйня, конечно, блядь, намного. Ну, понятно, сравнивать, блядь, с Самсодом все то говно, что у меня есть, бесполезно. То есть поцелуй его в сердце. Короче, типа, может, он всегда таки был, просто условия прослушивания изменились, и, соответственно, изменился звук. Понимаешь, даже это. Если ты эти же колонки сейчас поставить полностью пустую комнату. Бустил, когда у меня был да? вот этот вот направленный. Да, шух. То есть все время какая-то. Ну, я думаю, что короче, я решил, что ну, надо, короче, акустику либо на компе поменять и играть чисто с наушников, вообще ее убрать нахуй, играть с наушников, а
под телевизор прилепить саундбар. Мгм. Ну, блядь, они все на Bluetooth. А Да. у меня телевизор. Ну, блядь, даже если бы он такой, был без он этого, все равно Bluetooth, это они решили выбрать самый ебанутый, блядь, Да, этот протокол просто передачи данных. кривейшая Уже бы хуйня. хотя бы Wi-Fi как-то передавал бы, блядь. Ну, Да, если бы на Wi-Fi был. в этом и штя, что ну, у нас он Bluetooth есть, и что толку, все равно это ж, ну, типа, блядь. И типа получается, что мне нет смысла привязывать, потому что ну, на телеке нет Bluetooth, там только AUX кабель. Мгм. И то есть мне через телек только высирать это можно на саундбар. Либо купить кому тоже Bluetooth этот самый и сидеть и ждать, когда он начнет, блядь, прерываться. Ну да, да. Ну какая-то хуйня, если честно. Прям не знаю. Потому что да, И вот, опять же, блядь, к половине саундбаров еще сабвуферы. То есть у некоторых написано, что он типа сабвуфер, типа как-то там встроенный, ну знаешь, типа Ага. в эти 7 сантиметров Ну, толщины. Ну окей. такой маленький, но злой, Там блядь. типа фаза инвертора, вся хуйня, там еще что-то придумано. Я даже не знаю, что она значит. Ну, в смысле, я понимаю, что там что-то противофаза должно быть. Видимо, для того, чтобы вакуум создавать перед ебанием. Ну, неважно. Блять, куда я поставлю ебаный сад? Ну Я да. вообще хочу от проводов избавиться нахуй возле телевизора. То есть все в стену уебать. Что делать, блять? Непонятно. Проблемы мамкиных стримеров. Да-да-да. А это даже не стример, просто, вот, знаешь, как типа... Ну, звук на телевизоре, смотреть телевизорный звук, ну, типа, ну, врагу не пожелаю. Ну, бля, я тут тоже с этим, ну, просто так Ну, вышло, просто что... ещё нормально, у меня же вообще так звук Ну, скакал. просто, блядь, да, ну, может быть, но в последнее время я часто, почти все время, вернее, слушал музыку либо в наушниках, либо там на том телеке, либо что еще, и вот именно вот эти колонки, которые, блядь, низ прокачивают, что прям Мгм. пиздец, ух, ну, я давно не встречал, я вчера как Они аж врубил, сидишь а и- вчера как врубил, и такой, блядь, ну, и главное, что они из-за мощности динамиков, то есть ты их делаешь даже тихо, они все равно слышат, что они, сука, урчат именно. Это Ох. нормально. Есть вот, знаешь, китайский кал. Я плохо разбирался в этом все, да и сейчас не очень. То есть у меня был радиотехника S32 штуки и к ним Vega 50, 112 или 50 Вт. То есть, когда их включаешь тихо, их, блядь, слышно через 3 Да. комнаты И вообще мне папик, тихо. помню, все время Потому говорил, что типа, низы, блядь, Да, просто... папик все время говорил, что главное не громкость, а мощность, ну, я такой, Да. да что за хуйня, я сейчас чувствую, что, блядь, бух-бух. И Да. было у меня два китайских, ну не китайских, а корейских скорее, музыкальных центра, которые я потом один приспособил как просто вывод для компа родить. Ага. Потому что там две по размеру как S30, полутораваттных колонки. О. Ебоша! Просто я не спину. Ну. Но их вот дальше этой комнаты не слышно. Ну да, они все равно вещи. Там Потому что тоже эти есть прокачивают низы, резиной, а те тоже прокачивают. есть средние там высокие частоты, но, блядь, их в соседней комнате уже не слышно. Всё. Хотя видишь, много кому это и к лучшему, ну, в смысле, Ну, всем- в квартирах всем это к имеет лучшему. смысл, да. Да. Ну, просто типа, да, всегда хотелось там вот это S30. Потом я, короче, после 3 переездов, а они же весят, ебись, особенно усилитель, хуй с ними с колонкой, усилитель весит 6 Да. фунтов. Со второго этажа сбросить, он человека убьет Мгм. в лепешку. У меня были Как S90 Одиссеи, знаешь. в Днепре на Украине, последних. Да, блядь, две. И, короче, ну, мы через них, сука, репетировали, блядь, вся группа через них, ну, как, типа, На них отдельно было садишься это. и как бы у тебя массаж простаты. Да, да. Пока она играет, блядь. Ну, в смысле, бас был в отдельный, ну, короче, все отдельные инструменты, типа там для баса был комбик, для гитары был комбик, но тем не менее вот весь минус, там вся вот эта хуйня и вокалы типа через них вылили. Мощная хуйня очень. Ну вот я не знаю, как, короче, с акустикой. И опять же, люди, блядь, ставят эти ебаные 5.1, знаешь, колонки в углы решит. Да, блядь, Ну как по мне, такое говно. это, к примеру, если ты сидишь перед экраном, и у тебя даже как звук- реализация. Ну да, Это да, да, говно. да, да. Ну, если звук 5.1 и оно разложено, и ты сидишь вот так на кресле, у тебя летит, к примеру, вертолет отсюда туда, и у тебя из Да, этой колонки да, прилетает сюда, да. а потом ты ложишься на кровать, поворачиваешься головой, и у тебя получается все, сука, наоборот, Да, блядь. более того, там достаточно на самом деле 2 каналов. Так по чеснухе 4 уже не надо, а 5 там, по-моему, просто низы. Ну, пятый это сам же, как раз, да. То да. есть он Там не два важно, где сателлита, стоит. два этих, риера, То есть типа... Достаточно 2.1. То есть, ну, типа, это типа, чтобы сильно-сильно стерео у тебя все было. Ну да. И, блядь, ну все равно какая-то хуйня. И я просто представляю, как люди вот эту хуйню, знаешь, типа, там провода прокладывают где-то под ними, блядь. Особенно с открытой проводкой, знаешь. Но новая хата, там, воробьи, блядь, по стенке шнурки. Ёб твою мать. Ну да. Ну все это хуйня. Более того, ну типа нет ничего более грустного мне сейчас, как типа делать какие-то монументальные вещи надолго под
стандарт, который сдохнет через год, как караоке, блядь, DVD-плеер. Да, это была хорошая nice try именно в этом, у Макса, в смысле. Блядь, все равно. Так я такое же говно мне сейчас подогнали, типа, продай, может, кому-то надо. Типа, с кучей барахла. Я там его выставил гривен за 300. Я представляю, как он лежал лет Там 15. работает, блядь. Да, ну, бля, я представляю, как он лежал лет Только он 15 без на диска тоже не чердаке. запускается. Да? Ну, видишь, он, блядь, так, если этот режим врубаешь, то он, наверное, у него там по-другому. Не, ему вообще похуй, пока ты диск не ставишь. Ты можешь в опции Ебануться зайти, можно, все блядь. наклацаться. Это вообще, конечно, грустно. Я представляю, он лежит на чердаке лет 20, и такой раз его взяли, он такой, старичок еще на что-то годится. Да-да-да, И такой привозят, блядь, а диска такой, У сука. меня буквально, если поищу, я найду какую-то CDR-ку, у меня там какая-то хуйня на ней записана. Не моя. Если что, товарищ майор, она не моя. То есть у меня в доме нет дисков, блядь, вообще. Так, подожди, тогда же была проблема в чем? Не в том даже, что просто мы ж, Тогда была проблема в том, мы нашли диск, а дальше Да. он перестал. Во-первых, задержка у микрофона была. Да. Во-вторых, и непонятно, кстати, где. У А, караоке блин. или у телевизора. Я думаю, Bluetooth знаю, все-таки хуйня уже у телевизора. Какая блютузная? Он шнурком был подключен. Нет, так мы же подключали через этот, вроде бы, А-а-а. Apple Dom вот этот, блядь. Подожди, так а там... В смысле, я его находил как... Ну я понял. Неважно, я думал, сам телек воспроизводит, и типа тормоза на нем. Или на... А через какой протокол, ну, в смысле, через какую-то хуйню, блядь, телек был? Мы шнурком его подключили, а у телепана. Да, но мы подключили в DVD-юк. DVD-юк телек. А DVD-юк передавал звук на телек. Да. И он должен был делать это в реал-тайме. Ну да. А он, либо он этого не делал, но я не помню. Если DVD-юк с караоке, еще и караоке передает задержка, это уже, блядь, Это ж тупо просто обнять, шиза. нахуй плакать. Тут даже, блядь, не пьяным, не накуренным. Да. Насчет пьяным выпьем. Да, ваше здоровье. Так.
Мы тут про тему сестер Угу. заговорили. Да, инцест дело семейное. Блядь. Неожиданно. И приятно. Как неожиданно и приятно. Какая хуйня. Че там, это, хамовские краски воняют освежителем. Хуйню, бля. Надо, кстати, тебе это понапоминать за Corax Life. Мне что-то так грустно вот у меня вопрос, я сейчас его тоже сформулирую. Вот мне так грустно добивать этот армипейнтеровский белый грунт, блядь, акриловый. Чего? Ну, я не знаю. Ну, во-первых, он заканчивается, во-вторых, он иногда то снежит, то хуёво. Ну, короче, я его стараюсь очень сильно мешать, очень сильно колдоёбить, потому что иначе просто хуйня получается. И жаба дает, короче, на валиховский. Вот. Собственно, вопрос. Ты когда вот берешь белый, автомобильный, Ну. автомобильный, Ну-ну. Растворяешь растворителем и просто им хуяришь, как обычным белым, то есть он перекрывает там какие-то цвета, ну, просто как обычная акриловая разведенная краска. Да, с прозрачностью, в основном, да. Потому что я вот этот грунт использую, потому что ну, он типа просто быстрее перекрывает, чем обычный белый. Так давай тебе сейчас выйду, и только бутылочка нужна. У меня даже есть бутылочка. Нихуя ты, блядь. Индимен, да? Не, ну я думал уже там выдаешь весь и типа заповедить так просто не делаю. Весь, короче... Он тогда сохнет. Ну, у меня на Вот, самом деле да. черный просто... У меня его было вот, ну, полная вот эта бутылка для кетчупа, знаешь, Ну-ну. типа с такой крышей. У него полная, сейчас нахуй вот так осталось. Я его въебал весь. А, ну, просто типа, почти. я выдавай по чуть, потому что... Лучше хранится. Ну и ты не вскрываешь их ножом, блядь. А? Я делаю это как Рома, я не делаю, мне прежде А не мне стрёмно. понравилось, единственное, что, ну, если чуть-чуть натупить, будет ебать как грязно. Просто. Да, немножечко так. Причем... Просто засрано. У тебя, кстати, лимитер стоит, да? Потому что я себе Сейчас лимитер да. в -1 поставил. Да, сейчас да, но у меня минус 5, по-моему, я тоже думаю, что надо было, наверное, под это. Да не, -5 не срабатывает, -5 же вот он. Не, а я там перед этим Оп! О, И компрессор, у меня есть срабатывает. плагины вроде стояли в системе, нихуя нет. Наверное, надо перебить вот эти вот, что ты мне скидывал изотоп. Да, вот его одного пиздец. Он, блядь, Потому что Царь в, Бог. в дефолтных фильтрах у микрофона нет эквалайзера. да, То есть да, я да. такой... А это более тонкие все-таки хуйни. Да. Хотя опять... ты, кстати, какой-то плагин для Инстаграма скачал или что? Не. Потому что я не... Там, получается, эти фотки, которые... Мелькание. Это, короче, я взял, А, включил там здесь. фон был, да? Потому что там между фотками был одинаковый фон. И иногда была стрелочка play, то есть такое ощущение, Это я что прям... просто постырить. Не, это я задал здесь в OBS окно, чтобы снимал весь экран, а потом в реальном времени посидел и включил на запись. Не, я включил на А, это запись запись. и записал ролик, типа, потом его Я убрал думал, и все. я думал, ты эту хуйню. Я подумал, что это сидел, самый, типа- клацал, как мудак. Не, вообще правильно. Ну, в смысле... Что запись? А, вот, да. Потому что просто один думал- раз я ее клацал как мудак, я заебался, уже сижу так клацаю, А, то есть уже сразу её записал. уже покурил, Ну типа, ничего, там, видишь? а тут держу руку, я так похуярю, блядь. Опыт как бы приходит с боли. Да, без него вообще никуда, нахуй. Просто хуйня, никакого прогресса Да, без боли. да. Согласен. Надо учиться. Учиться, это хуйня. Так. Не подошло. Да я, блядь, в голове перебираю, что делать, сука, с микрофонами, ничего не делать, ждать, блядь, дня рождения. А там посмотрим, покупать и надо будет и Да. не так уж и горит. И Женя сегодня спрашивал, не хотим ли мы там, типа, этого, стойки там, операторские под камеры там. Не задорого, типа. Ну, типа, ну как, оно не задорого, но оно под камеры, которые вот это весит, вот эта ебата. Ну, ты прикидываешь, сколько эта хуйня может стоить, и там типа не задорого, а стойки, по-моему, под... Если просто они, блядь, изначально для пиздатых камер. Софтбоксы, знаешь, типа в 3 раза дешевле, ну, типа, 5003 ну, штуки. блядь. Ну, типа, ёб твою. Я все понимаю, но я лучше возьму 2 елочных. Да. Ёбаную Из швабру, блядь, раскладную и сделаю 2, блядь. Немножко скотча двухстороннего. Да, и вообще Какое? технично почти получилось. Так, усиление. 30-ник, нихуя. Короче, вот, Это у я- тебя на микрофоне 30? Да, и я тоже, смотри, и это неправильно, потому что что-то... Правильно, потому что он засирает, когда это программно делает. Ну, да не, нормально, но что-то поменялось. Вот он почему-то стал тише. Поэтому пришлось, типа, сегодня ебануть 30-ник. Вот шумоподавлением, Какую-то типа... хуйню может наклацать.
Не, так, ну, нечем. Типа, Блять, ну это тогда издевательство. Может, по какой-то этот контакт. Ну, он висел вот здесь вот, теперь висит здесь. Просто... Ну это полная хуйня. Ну, блядь, ладно бы он еще в другом углу комнаты был. Ну это какой-то ебень. Раз, блять, вот. Чувак, он заработал. Причем сейчас там люди извините заранее. Так ты лимитер-то поставь минус. Сейчас поставлю, но... Нет, так он стоит минус... Вот. Так не, лимитер -1, чтобы он не перебивал. Ну, просто это уже стало намного громче резко. А ну. Нахуй я вообще Вот как это, папиросная А у бумага. меня этих моделей 3, и я, блядь, увеличиваю Да, все он время же задувания во все слои. Ну реально там я хуй знает во сколько. То есть я на них потратил 8 часов, а там 3 модели. Ну это просто недопустимая хуйня. При том, что качество полный кал вышло. Ну, в смысле, оно смотрится сдалека отлично, потому что куча насечек, там, переходов. Ага. Но я знаю, что там проебов просто море, блядь. Того никто не знал, Я так что выкинул не эту парься. хуйню на реактор, там что-то он набрал, во-первых, он вылез резко, короче, из... Там, типа, поделенный на фэндомы, типа, если пост маленький рейтинг, он не выходит за пределы в общую, типа, ленту. Ага. Никогда. А он сначала вылез, типа, в лучшее, типа, потом вылез, блядь, вообще из ленту в общую. И обычно, когда, знаешь, из Вархаммера что-то вылезает в общую ленту, его как из пони, если что-то вылезает в общую ленту, его, блядь, минусят, пока оно нахуй обратно не залезет. Ага. Не, там плюс 30 до сих пор, блядь, 3000 человек, и, короче, нихуя себе. А работа просто, блядь, нихуя не стоит, ну, говно. Ну, просто блядь, говно сделано. тоже не тебе судить, знаешь, оно, короче, как это... Дело творца создать. Накидали комментов, типа, что есть хуйня, не помню, как называется, типа, вот как... Ну, короче, где-то забухорный сервис, что там, типа, всякие творческую хуйню предоставляют, знаешь, как Etsy, только что-то продают какую-то. Да, ну. Джоб. Ну, мне такие иногда пару раз они присылали, типа, что у них журнал огромный, они выбирают там сколько-то... Ну, может быть, но, короче, это хуйня, типа, что ты выставляешь объявление, даешь работы, типа, сколько ты хочешь там денег зашло, и, типа, просто Ага. стыжешь купоны. Ну, типа, блядь, я прикидываю. Во-первых, вывод денег, если не... Ну, обычно всегда у всех нормальных людей там PayPal. У всех нормальных. Да. У нас PayPal просто шершавым поводили. Пиздец, Ну, если блядь. честно, уже сколько лет, блядь, и уже заебался ждать. Да, надо посмотреть. Я все время забываю. Да, я запишу. Сегодня телефон задрочили 11%. У меня давно такого не было. Я сейчас очень экономию поставил. Так, PayPal. Проверить, какие сейчас есть петиции. Может быть, можно достучаться до ебаного Надобанка. Но вряд ли они все деньги хотят туда. Так просто, блядь, они все уже нашли И там можно какую-то статью нагибать PayPal, выгоды. пока они не начнут тебя проверять, там еще что-то. В общем, это всегда связано с гемором. Ну, блядь, серьезно. Опять же, пайонировская карта, не все поддерживают вывод на карту, блядь, и Ну. так далее. Это банковский перевод обычно. В цивилизованном мире это не как у нас, что вот он на карту скинул, просто скинул, и все. Это, сука, реквизиты, блядь, это счет выставленный, блядь, это вся хуйня. Вот. Здрасте, Саша, типа, хай. Мы нихуя не решились твоей этой пластиной ебаной. Но реально, они, конечно, бы не сделали.
Он откопал какой-то журнал 1920 года по Вархаммеру. Это так в духе Саши, чувак. Обожаю А тебя. там типа эскиз боковины конверсии, как из Химеры или Монраса и какой-то хуйни, которую надо вырезать из 2 кусков пластика, сделать какой-то там колесный БТРчик. Ух, блядь, аж Таурокс Прайм мне хуйня, да, сделана, Да, блядь. для пидоров. И, короче, проблема в чем? Эта хуйня в PDF, и даже если я векторно нарисую эти самые формы, Ну. размер, блядь, неизвестно какого формата этот лист вообще. Он же не... Журналы нихуя не А4, скажем честно. Да, но масштаб Даже- же как-то высчитывается все равно. В общем, По всем же придётся- законам эргономики, типа Да, какой-то. но в любом случае эту хуйню... Причем, ладно бы, знаешь, его приложить в Химеру и померить относительно Химеры. Ну да. Там части Химеры или Мандуса. Сверху и снизу. Поэтому хуй знает, как его померить по-людски. И хуй знает, как его отмасштабировать. Нет, смотри, а если берем размер Химеры либо Лемонруса, берем фактический размер того, что нарисовано на листике, Да, одно и- делим на и другое, масштабируем, получаем коэффициент да. этого. Да. Ну, Ну, так-то и надо, но для этого он должен купить там Лемонруса, дособирать и померить штампом Да. циркулем, потому что если это вырезать лазером, оно должно быть, сука, точным. Если не надо, чтобы оно было точным, надо это вырезать просто напильником. лобзиком, блядь, из фанерки. Лобзиком, просто топором вырубить, блядь, из деревяшки. Хорош, блядь. Вот, в таком духе. В общем, я охуел, конечно, когда он эту срань нарисовал. Я думал, что там, знаешь, вот обычно рисуют какую-то хуйню, а потом, типа, отрезочек, вот это 10 Ну, типа миллиметров. масштабная сетка. Да, Да. хотя бы просто отрезочек 10 миллиметров. Ну это ж ёбаный рот этого казино. Ну, для меня, как для человека, которого микронные допуски обычно важны, блядь, на нарезке лазером. Это полная химия, ну, типа... Даже микронной, блядь, этой, лазеру, вернее, похуй, а ему нет, блядь. Да. Нет, там на самом деле 0,15 даже миллиметра лазером вырезается, но выжигается, надо учитывать. Вот. Что я думаю, что лазер в это время такой, блядь, опять сверхточная Опять хуйня, этот ну пидор. ладно, блядь. Там, знаешь, с фокусировкой, пока, Да-да. блядь, накрутишь. Уже правильно домой накрутишь, собирался, рабочий да-да-да. день закончит, блядь. Скільки можна це ваше гівно нарізати? Кстати, полку и держалку порезали, меня отправили в кисти. В пятницу приедет, будет тестить. А я держалку заебись охуенную сделал. Помнишь, короче, Саша Как отдавал распиздил? когда-то... Не, отдавал когда-то штатив, который штатив. самая нестандартная А хуйня, для чего? когда... Ну, типа, потому что постоянно маслом, когда маешь, кисточку ложить нельзя, А, типа, я понял. этот берешь лоб и таких, блядь, накидал сюда и все. Ну, хоть как-то приспособить, Колхоз, блядь. ну да. Да. Это уже, блядь, Спорить не с чем. да. Нормально. Ну вот я рабочее место пошел в рыбник. Походу надо наебошить эти полки в стены, чтобы они не тряслись с столов. Да. Потому что все равно ремонт буду делать, как разница, сколько будет дырка в стене. Коль, как тебе табачок? Да я же говорил, хороший табачок. Единственное, что я со своим кальяном немного не разобрал. Ну, то есть, сколько он у меня уже, я посчитал почти год, по-моему. Ну, короче, очень близко к тому, что он почти год, и я его купил не весь год, ясное дело. И только вот сейчас я стал делать, типа, кольцо из фольги. То есть сначала я кладу табак, чаша, типа, побольше там, нормально. Дырявая фольга, потом кольцо из фольги и еще одна фольга дырявая, потому что если пытаться освобождать, трамбовать табак, типа освобождать место, чтобы было до углей расстояние, оно тянется плохо, потому что ты его утрамбовал, там воздух не проходит. И он сразу же сгорает, ну то есть он сгорает первые полчаса, тебя, блядь, шторит просто пиздец, это типа никотина, хорошо, все отлично, а потом он просто сгорает нахуй, то есть становится, как знаешь, чай, блядь, сухой. Я не курил чай сухой. Не, да. в смысле, ты когда открываешь пачку чая, вот такая хуйня, короче. А, Просто ну-ну. сухая, блядь, черная. Ну, вот так тяга создается, типа, да, и все. Ну, между А двух этих. получается, что ну, там просто кольцо, типа, дополнительная фольга, и он просто жаром хуярит, а не... ну. Бля, ну, И прослойку между мне углями получается, я не этот сделал. табак уже не на 2 часа, а на 3 там можно растянуть. Но он шторит все равно нихуя не эти 3 часа. Но дымит, блядь, все 3 часа теперь. То есть там, походу, никотин просто выжигается и все. Там ну, тут сколько, 30 температура окисления, блядь, и у моей там градусов 300-400, я не помню. Ну дохуя, короче. Не сотка.
В общем, нормально, мне зашло. Я единственное, что и со вкусом колы пока не открывал. Там такая, блядь, упаковка классная, что не хочется Я трогать. бы вот открыл первым, кстати, я только подумал. Но я грейпфрутовый что-то решил. Сразу. Мне нравится. У меня, в общем, виш-лист ширится, но я не знаю, как его людям отправить. Потому что это все разные компании. А между собой они нихуя не знакомы. Поэтому, наверное, забью я. Так. И надо вот это вот еще перерисовать. Да, мне тоже все время больно, там рвание. Убрать нахер вот это свечение, сделать тонкую полоску, точную, чтобы не было вот этого рваного. Потому что рваное, это потому что он пытается градиент преобразовать в точки. Да, и у него не получается. Есть нет белое. И у него получается рандомное говно. Не страшно, но типа не это самое. Ну, мне вообще раньше было похуй, а сейчас вот я, когда тут сижу и смотрю, то похуй, а когда на телеке потом включаю, и там, блядь, видно, что типа это... А я ленюсь. Что? А я ленюсь увеличивать. И я сейчас понял, что у меня 2 лампы мне не хватает, если я вебку использую. То есть я 2 лампами довольно близко освещаю себе рабочую поверхность. Ну. А если вебку ставлю сбоку, она, короче, получается, что вебка, она дальше лампы. И она не, лампа освещает не совсем то, что надо. Ну, в смысле, она освещает то, что ближе. И вебка такая в теневую яму падает. И типа, блядь, нихуя не видно. Меня обычно бесит, что чтобы было удобно, то экран этой хуйни должен быть примерно в том же вот так вот. И он сам себе закрывает, короче, нахуй. Да. То есть, вот, пиздатее всего вот так вот, но ничего не видно, потому что темно, блин. И у меня это же... Ну, примерно это же... Я просто могу подвинуть эти штуки, но тогда... Короче, если видно зрителям, не видно мне. Да, вот. Потому что я всегда говорил, удобно, типа, для даже просто там рисовать, оно неудобно для съемки. Потом, если начинаешь снимать, то потом начинает, типа, хуй ты как-то вывернешь. В общем, Саша, за табак спасибо. И помню, сколько же у меня там? 4 на 5. Я не помню, но я, короче, считал кубики эти угля. Его осталось раз на 10 или 12. Ну, блядь, реально, я с тобой тогда его покупал. Да, лампу Аладдина, пожалуйста. Очень хороший кислый. Да не, блядь, у меня 2 лампы на пантографах, телефон на пантографе, еще какая-то ебель на пантографе. Короче, мне 5-й пантограф, в общем, как собаки. 5-я нога, ну слишком уже много. Да, мне тоже всего хватает. А делать вот линию из ламп я не хочу, как ростик. Меня она будет повергать в экзистенциональный ужас. Как хорошо быть распиздённым. Ну, на самом деле оно немножко давит эмоционально, когда над тобой такая хуйня огромная, в принципе, да, согласен. Это даже не это, во-первых, дизайн, мое почтение. Ну, дизайн, блядь, это... Я стараюсь, чтобы у меня все складывалось и убиралось нахуй. В случае, блядь, знаешь, выдернуть язык, выдавить глаза. Вот это все в случае чрезвычайной ситуации. Просто. Фу, нормальная хуйня. Заявочка. Куда мне убирать, нахуя мне Ну, отсюда если, это короче, что уголь, убирать? ну, вряд ли уголь тот же, что и был. Но если в том же месте, то, в принципе, я завтра буду на левом берегу, я могу туда сам доехать. Если они там же работают, где ты мне показывал, Саша. Но опять же, мне оно до такой степени не горит. У меня сейчас небольшие сложности, блядь, пока зарплата не хочется ничего менять. Буду ждать гривну. Я могу тебе дать 1 гривну. Да. Ты не У меня, ждал. кстати, где-то лежит монета, так что так пиздача, знаешь, она весит. Ну да. Подкреплена этим металлическим запасом. Так, это есть. Это есть. Интересно, что там за сплав и магнит солен. На каком-то этапе, типа, 5-копеечные монетки были охуенными маркерами. Я не помню, по-моему, они магнитятся. Что их на базу 28 мм как раз ебошишь. Они больше, но, например, для настольных print-and-play игр они типа тяжелые. Ну да. К моментам, я же наделал для тауситов, типа, под 7-ю редакцию, типа там, как же там было, Crusade Speed, короче, там еще какой-то спид. Крейсерская, короче, боевая скорость. Крузер. Да, крузер и Battle Speed, там типа Deep Strike, Run, Stray, там Shaken, Stunned, там куча маркеров. И они такие классные все, но правда с выходом 8 все по пизде как бы пошли благополучно. Вот.
Ну, блядь, 5-копеечные монеты были самая охуенная тема. И еще другая охуенная тема была, по-моему, единичка, потому что она магнитилась, а двойка была из легкого какого-то алюминия. Да, двойка была уебанская, я помню, блядь, да. И, короче, из них заебато было услать дно какой-то хуйни вместо листовой стали. И типа на магниты там миниатюрки Малико накидать. Ну, вообще дохуя, что с ней можно было сделать, потому что они, сука, магнитные и дешевые. Ну, копейку стоит, блядь. Вот. Было забавно. Можно даже на земле даже не собирать. Проверить, но как-то, блядь. Стыкуешь? Я их сразу стараюсь скидывать в маршрутках, потому что не люблю мелочь, занимающую по карманам. Хожу тихо все-таки. Интересно. Подкрадываюсь сзади, чтобы... Добрый вечер. Да, потому что гривна было бы полезно. Не, Мэтт хуй. Да? О, Ну, магнитная сила, не ушек нет. Я сегодня все въебал. Я к тому, что, типа, это можно по-разному, но оно еле-еле держится. Ой, двушка держится, да? Или это до единички? Нет, двушка тоже. Ну круто, магнитный материал, там что-то... Какая-то сталь там Хотя, есть. блядь, на такую эту, кстати, да, норм, сила попробуй. Да я вижу, как бы... Поначалу показалось, Не, что- нормально. На плоский магнит там вообще пиздец. Ну да. Главное, что оно вообще из магнитного материала, потому что А мелочь... что они между собой не магнитятся? Объясни дураку. Между кем? Потому что они не магнитные. Ферромагнитные материалы усиляют магнитный... Ну как, проводят через себя и взаимодействуют с магнитным полем. То есть пластик не магнитится, потому что через него магнитное поле проходит насквозь, нихуя не делая. Но... Вот в этой штуке оно типа расширяется, по нему идет. Ну, как вот ток они проводят, блядь, металл, так и магнитное поле. По-моему, оно не то чтобы его усиливает, потому что, ну, еще один звідкіля не берется, но очень хорошо проводит и принимает его свойства. Ну, тоже ставит магнитный. Не помню. Там цепная реакция этой хуйни идет то ли того, что электрон добавляется на орбиту каждому соседнему атому цепочки, то ли наоборот, что он забирается. Ну, надо почитать. Вообще магнитное электромагнитное поле, оно типа, как это сказать, изучается больше практически, потому что типа, что такое магнитное поле и вот как оно существует до сих пор, ну, толком там в основном теории. То есть прям, знаешь, вот как с гравитацией, короче. А типа магнитное поле есть, потому что есть медленный заряд. А вот вот один заряд, типа, создает какую-то сферу, блядь, напряжения энергии, блядь, ну, как странно, да? Почему оно не исчезает, вот, например? То есть, по идее, знаешь, что оно должно тратиться на то, что оно есть. Ну да. Либо перед, ну да. А оно, блядь, типа, ну, поддерживается. Вот заряд столько-то, и столько-то, а ты просто все там. Хуй знает почему. Какие-то еще дополнительные, видимо, частицы. Может, сейчас что-то новое есть? Я последний раз давно включился. Ну, с гравитонами продвинулось, а гравитационные частицы такие обнаружили. Когда попросил объяснить Колю, почему магнитится монетка. Уже гравитон и орбита, бля. Не, ну правильно, хули, надо же глубоко копать. Звучит эпично. Да. Тем более, если знаешь, что рассказать, то тяжело удержаться. Я вообще не знаю, типа, как оно так... Есть люди, которые вот это не выебываются, когда что-то знают. Это, блядь, по-моему, наивысшее из прокачанных характеристик человека. Ну, не совсем. Это значит, что, типа, подать себя не умеет. Возможно. Ну, у меня так, во всяком случае. Хуй его знает, блядь. Так, а видишь... У меня все резюме, я когда пишу резюме, я такой, блядь, ну реально не писать. И мне типа все говорят, ну пизди. Ты видел когда-нибудь типа 1С? Я говорю, видел, пиши, разбираюсь в 1С. Вот, я, кстати, иногда по долгу службы, не хочу обидеть никого из... Абсолютно все ребята в основном были нормальными, с которыми приходилось в последнее время сотрудничать, вот, но... Я читал резюме и потом сопоставлял человека, который по этому резюме приходил. И их было более 3 десятков, мне кажется, 2 точно. И да, многие пишут резюме так, типа, потому что друзья советуют врать, блядь. У меня, по сути, верифицируемого опыта работы
месяц, блядь, грузчиком нахуй Ну, это скорее делится, делает честь, и чем 9 превращает в неудачника. месяцев на заводе. Все остальное время, бля, уже хуй знает сколько, он не верифицируем. То есть я даже не могу быть предыдущим работодателем, типа, дать номер, потому что он 100 раз уже поменялся. Они так... Ну, с этим точно все врут. Ну, я Да, думаю, что никто не дает номер. Просто хуйня, да. Поэтому еще раз качусь. А, возьми мой, налей, пожалуйста. Я что-то думал, что у тебя всегда... До краев. Ну, типа, да. Вот такие вот светские беседы мы ведем о науке, об электронах, о том, как устроена наша Вселенная. Иногда здесь прокатывается сзади призрак Стивена Хокинга. И так далее. Нет, мне не показалось. Я точно знаю, что видел. А я точно знаю, что все сейчас... Это Мил? Милф? Кстати, если там останется чуть-чуть, то я бы тоже не отказался. Можно. Но они не все хэппи. Ну, то и дело. Ты Да, есть такая хуйня. Unhappy Milf, блядь. Есть. Закрой дверь. Ну ладно, Happy Milf. давай. Давай. Счастья, здоровья. Мое почтение. Заявочку на 0 кину. На Оле. Он опечатался. Да. За что за Ну уголь? или он уголь для кальяна. А, все точно. Да не, мы Блядь. разгружать будем. Вот тут и ебануло. Да, блядь. Конфетти! Такой вечно. Хочу праздника, знаешь, перданул блестками, блядь. И все, блядь. Разговор. И тишина. Да, Запала тревожно Мовченко. Тифус корожен. Да. Тифус корожен? Да. Реально, может, это вопрос, знаешь? Типа, Да, так у него спросите, что вы, блядь, он как ответит, так и будет. керамид, white? White? Блядь, это вообще наркомания, тупо любой... Или если 3 слова, если 2, то это вопрос и ответ, а если 3 слова, то это вопрос, предположение и ответ, типа какой, ну что-нибудь, какой-нибудь... Или, бульдог или, такой, или блядь. ответ, последнее слово. Flash Tearers. Red? Red? Да. Не, вот круто, вот сука. Желеман. Флэш? Блядь, суровая хуйня так. Видите, пацаны, сейчас можно Петросяна. О, подожди, а что мы молчим? А, у меня слетели все мемчики. У меня слетели все мемчики. Я думал, молчим, смотрю, хуярят, блин. Не-не, я думал, что сейчас... Перегруз Сейчас буду, давным-давно. кстати, мемчиков добавить, так что Ой, когда-нибудь надо. смешно, смешно. Так, поэтому Подум, нахуй. просто Петросян же тот, который ходит, блядь. А, ты где-то... Подожди, так уже и существующее, или ты его ебал? Они, у меня сцена ёбнулась, все, я перенабирал, блядь. Ну потому что да, надо уметь. Бэкапить надо. Вот. Надо. У меня надо. давно, кстати, забэкаплены сцены. Надо бы, блядь, обновить. Ну, да, если добавляли что-то туда. Ой, блядь. Стримил Слушай, шимейлы, блядь, Да. какие. бля, это я, кстати. Это ж когда меня... Ты смотри, чувак, ты что, О, захуеешь. Господи. Ну, о, смотри, я появился на... Ой, извиняюсь, всему миру показал. Видали, пацаны, как мужик нормальный любит по-настоящему? Вот если... Да, это пиздец. Ну, он, кстати, под рамочку именно засунул. Я массажиста так и попросил, говорю, чувак, хуярю тут, вот, а дальше вот так ровно, иди под линейку, не будешь, блядь. Просто, да, возьми молоток. Ну, как ты, блядь, из такой стопки папок заметил, блядь, кусочек обнаженного гость тела. сегодня на РСТП инициатив, мать его, Хокинг. А почему... А я говорил, что тут такой у нас юморок, не, мы обсуждаем Я вселенную. вспомнил, к чему это, потому что было там про Хэппи Милф, думаю, при чем здесь... При чем Какой же здесь Стивен несчастливый. Хокинг, блядь. Да, досада. Маркиз досада. А? Блядь, ты их можешь допиздошивать просто...
Даже если по кругу, просто бесконечно, блин. Ну уже все, я уже склеиваю сегодня их и... Ну я вижу, что эджи есть, вся хуйня. Я Ну, просто очень много... Меня... Да детализация, блядь. Ну и бесит то, что грунт был нанесен криво, и оно все крупинками, а я настолько в последнее время запаивался в том, чтобы все металлики были гладенькие, что тут, блядь, не знаю, слоев по 8, наверное, везде золото. Это пизда какая-то, я, блядь, Ну, сижу, наношу и С охуеваю. другой стороны, Так что иначе нам нельзя никак. Да, баланс... Так что пришлось пострадать за это. Вселенная энергия, она соблюдена, то есть что-то получилось. Карма не что-то- проебана. Да. Ну и на самом деле это, оно так еще кажется, потому что дохуя стримов с ними было, а потому что я кроме стримов особо... Вот. Что? Короче, Ну да, чувак, вот поэтому я иногда не вот это отвечаю. вот. Ну это уже не актуально, типа, абсолютно. Я хочу бахнуть. Вот этот еще текст типа писал, нет ли битцов от Дредов Дарков, но я думаю, что нихуя у тебя там нет. Михалова этого библиаревского. Это... Ну, типа, есть, но он уж Максу пойдет. Так она же Бладовская. Библиария Значит, есть. Дредноута. Ну да, я знаю. Ну, я понял, что Макс не играет годами. Ты Я просто думаю, ну, типа, кто из нас ебанулся? Макс мне давал, чтобы я допилил ему. Короче, есть биты. Большая алебарда такая. Да, пика точеная, у нее Да, отдельная и рука. со стульчиком он там еще с этим. Такая вот. Ну да, есть. Блин. А его тут нет. Да, я понял. По-любому, то есть... Ну, я не знаю, а чё Максу? Он слышит, с Либрадредом сделать? Ну, типа, я не против абсолютно, но типа... Не готов блядь, сейчас ответить на этот сложный по бэку вопрос, блядь, потому что он, ну, типа, те руки дал, понятно, чтобы цвет поравнять, и он еще давал какие-то бицы. Для Центуриона. Нет, от Центуриона это отдельный вопрос, то я помню. Хуй тогда знает. Ну, короче, тогда я скажу, Какой-то, да. я нет. Ну да, давай, тем более, блядь, сколько там за... Какой-то хуй с горы, да. Ты звук отключил? Нет. Потому что то, что его здесь нет, это тебе так кажется. Ну да, есть. А ну иногда так думаешь, что, блядь, прежде чем пойти посрать, надо бы перепроверить, выключил ли микрофон. Есть! Да, это паранойка так уже В этом душит В иногда. Дискорде у меня именно клавиша для этого специальная, а для OBS надо настроить. Чтобы он вырубил. Ну, на каждой сцене можно сделать Да, ну я кнопка, круче кнопки нихуя нету, согласись. Когда ты выключил его физически, блядь, то это... Не, блядь, безусловная хуйня. Вот, да. С этим сложно спорить. То есть, особенно, знаешь, если она на столе стоит, ты просто лежит. Да. Извините, нахуй. Пойду. А в это время чувак приложение прописывает. Да. Артиллерийский, блядь, залп. Хуя. Чувак прописывает приложение, чтобы подключиться к микрофону и послушать. И ты такой чик. Вот так, блядь. Так, блядь, у меня когда Steam пытались спиздить, я именно так... О, охуенно, после обновления у меня мышка полезла, развернулась Steam, и я такой... Бля, из этого что? Кабель, блядь, не кабель, а этот USB-шный нахуй Wi-Fi свисток такой. О. Соси хуй, дружище. Ебаный. Прям при тебе было? Да! Вот это жесть. Именно меня спасло то, что мама какую-то хуйню попросила найди, я резко полез, короче, в Google по телефону. И, короче, и тут у меня, типа, Steam просит обновиться, я говорю, обновись, блядь, хуй с тобой. Клацаю, что-то клацаю, и хуяк у меня так, мышка так... и у меня плохо набираются буквы. Ну. То есть я думаю, ну, может, Ctrl запал или Shift, Ctrl уже с буквами он как бы хоткей делает. Угу. А у меня, короче, не ну, типа, хуйня какая-то. Они в текстовом поле Гугла не должны работать, эти хоткеи. Ага. Думаю, хуйня какая-то, наверное, клавиша запала, Ctrl, начинаю пинать, а потом так мышку он так... К пуску, ну не к пуску, а к этому, где Steam. Открывает Steam, я такой, понятно, клац. Нормально. Мам, подожди минутку, так клац. Тогда он молодец, не растерялся. Я тебе перезвоню, блядь. Открываю диспетчер. И все процессы, которые мне хоть И что немножечко там, кажется есть? И подозрительным, кто-то есть? все вырезал. А что-то было? Удалил Steam через обычное удаление. Ну. Удалил, вот заходишь в Total, все, где хоть немного написано STA, все просто под ноль вырезаешь нахуй. Стрим там где-то. Да, просто, блядь, все вырезал. Все из Steam стрим. библиотеки, где игры установлены, вырезал. Все просто именно ебаным отбойным молотком Ну. выпиздил.
все прекратилось после перезагрузки, естественно, потому что оно могло в оперативе сидеть, и если ты нажмешь просто завершение работы, перезагрузить, там все, проверил автозапуски, реестр, вся хуйня, как Mail.ru, с этой хуйней бороться, надо все это проверять, чтобы не было в автозапуске там 8 процессов со ссылками на экзешки, ну, которые запускают, эта хуйня известна, что это такое? Не уверен, до свидания. Зашел в папку Шипдел, мы с тобой увидимся, блядь, в аду. В общем, просто там не скальпелем все вырезало, ебаным, блядь, бензопилой дружба. Бензопилой дружба, вот в таком духе. Нихуя не элегантно, но, блядь, прекратилась эта ебень сразу со следующей перезагрузкой. Такого больше не было. И после этого я еще поставил: граждане, если вам сервис предлагает двухфакторную авторизацию через SMS или токен, Gmail, гугловский или какой-то другой, сделайте, блядь, авторизацию через SMS или токен. Буквально неделю назад, это было полгода назад, а вот неделю назад приходит в Steam приложуху, которую я подвязал на авторизацию, которая генерит ключи для входа. Типа запрос, типа на вход. Я такой, ну, пошел нахуй, что тебе еще могу сказать, как бы, соси, вот, как бы, обмакну еще яйца в соус маринара. Ну, не так скучно тебе было, и вперед. Такие же. И немного политики. У нас какого-то министра назначили, блядь, какой-то киберхуй, ну, безопасности. И он говорит, это как это? Киберугрозы преувеличены, блядь. Охуенный министр, да. Сразу же так рассказал, как он относится к тому, зачем он учился всю жизнь там, блядь. Мы приехали. Да. Года 2 назад шеф через меня писал письмо, типа, в Верховную Раду, Порошенко. Короче, 6 адресатам. Типа, что нельзя хранить данные украинских пользователей, именно государственных, на этих иностранных серверах, потому что это просто, ну, типа, дыра безопасности государства. И все держалось, отменили закон про эту хуйню после этого, там, туда, вроде туда, ну, не дошло до дела. А сейчас у нас все в гугле. Ну, блядь. 10 из 10. А что это за хэппи мил? Здесь.
and you're still whispering I'm back. Don't wanna hear your voices anymore. I've gotta be the one who will beat you down and run away to a place you will not find. I'm sick and tired of being the one you always blame. Don't wanna be a scapegoat. Don't wanna be a scapegoat. You'll never praise me. I ensure my messages in my silence. Don't wanna be a scapegoat. Sitting on the floor, all the shit in my head, rain in my heart. What do you wanna be? I'm a liar, you're a thief, you're a beautiful ghost and it's killing me. Beautiful ghost and it's killing me. Get away from me. Falling down, you're the only thing truly worth it. It's killing me. Got you tied up like you wanted to be. Got you all in a box with your lip on my teeth. I'm a fire, you're a freeze. You're a beautiful ghost and it's killing me. Beautiful ghost and it's killing me. Get away from me. Falling down, you're the only thing truly worth it. It's killing me, killing me, it's killing me. Pushing you away, never be so certain. Pushing you away, never be. Sitting on the floor, all the shit in my head, rain in my heart. What do you wanna be? You're the liar, I'm the thief. You're a beautiful ghost and it's killing me. Beautiful ghost and it's killing me. Get away from me. Falling down, you're the only thing truly worth the pain. Falling down, you're the only thing truly only. It's killing me, killing me, it's 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 killing me. Come away from the world, seen it all come undone. This is how I feel, all the memories I've lost. To be free from the ones true to be unreal. But I'm closing my eyes to feel all in my heart like a carousel. And I ripped out the blinds to see clearly unknown. This is what is left of me. It's so constantly, constantly, yeah.
to me. I'm really all alone. I've been here so down so long. Ideally, I'm nothing worth the time. Done damage, left you behind. You're the one who won't forget, but I'm the one who just needs saving from this rain.
You're never gonna stay here. Don't take away my only hope. I know you left behind the world you know. If you're gone today, then you should know that you won't see my face when you come home. With these powers I will learn to defeat my past.
Хоп. Итак, все пьяненькие разъехались. Мы пока держимся. Порисуем дальше.
If I had a second chance, I'd take the time, take a minute to find out why I am this way. I've been trying to love, not to push you away. So if I had a life plan, I promise to stay and never push you away. You wish I could, and I know it's my fault that I am living my dream this way. Please tell me why I'm stuck inside. After all these years,
when the time is right, I will take it back from underneath this water. You know there's no turning back. I will take the lead and fight for truth. I could fail, but I'm still fighting for you. Can't stop to say your name in the nightlight. You can't find no
No way that you can hide from the best. I'm a mess, I body anything that take a breath. On my left is a Apollo body bigger than myself, and on my right is 100 scared souls screaming hell. And they scattered trying to get away, but they gon' meet they in the day, cause ain't no way they ever had a chance to contend with me. Cause see, I kill them all, I could kill them all. It's either me or them, and my blood ain't about to spill it all. Cause I'm the hunter, not the hunted. And for an enemy, I guarantee that they don't want me. It's something just a little different by how I run things. Maybe it's the way I turn my enemies to lunch meat, or maybe it's the way I smash everything in front of me. They don't want it, I do it so easy, it's funny, G. I turn a vet into a wannabe and do it to the death. I put them in their final scene. Hey, yeah, 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 yeah. I could kill them all, I could kill them all. Yeah, 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 yeah. I could kill them all, I could kill them all. Yeah, 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 yeah. I could kill them all, I could kill them all. Yeah, 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 yeah. I could kill them all, I could kill them all. I can see the fear in their faces, and here when I come out of the box to leave them faceless, it almost makes it strange for me to break them bones, but now I break so many that it's basic. They told me have mercy, I hit them with a flurry, show them the dark side, then give them hell's fury. Now show me somebody on the planet that handle that, and I'll show you a body that's open just like a saddlebag. Candle wax, that's how I melt them down. My aim flawless, I never mess around. Move at perfection's pace, taking out these clowns. In other words, you against me, then you going down. I said I kill them all, I could kill them all. I got more bodies than the morgue, now who next to fall? Who next to find out what it's like for them to hit the wall? So hard that when I'm done, ain't nothing left at all. Yeah.